Сейчас будет пересказ фильма «Гарфилд». Приятного вам просмотра. Гарфилд – это толстый ленивый кот, который живет со своим хозяином Джоном Арбаклом. Его основное занятие – подшучивание над хозяином и соседским доберманом Лукой. Помимо Джона, Гарфилд поддерживает странную дружбу с мышью по имени Луис. Он также дружит с котом Нерманом, которого часто запускает к корзине крышам домов, и с кошкой Арлен. Тем временем некий Хэппи Чемпион, ведущий шоу для домохозяек на 37-м канале Кибби Кэт, посвященном одному коту, сэру Роланду, ненавидит всех кошек, имеет на них аллергию и мечтает прославиться в новом шоу Кибли Дог с талантливой собакой. У него есть младший брат Уолтер Джей Чемпион, устроившийся ведущим новостей на крупном телеканале и постоянно вызывавший зависть у Хэппи Чемпиона. После хозяин Гарфилда, надеясь на симпатию со стороны ветеринара Лиз Уилсон, в которую влюблен еще со школы, везет своего кота в город. Джон пытается намекнуть на чувства, но из-за недопонимания получает под опеку нового питомца, щенка по кличке Оди. Джон и Лиз начинают встречаться. Гарфилду это не нравится, что ему приходится делить дом с собакой, из-за которой, как ему кажется, Джон стал меньше его любить. Позже с ним случается несколько казусов, в которых частично был виноват Оди. В конце концов, пользуясь душевным порывом, кот учит щенка танцевать под музыку «Hey Mama» группы The Black White Peas. Джон берет Оди на собачье шоу талантов, где Лиз является судьей наряду с Хэппи Чемпионом. После Гарфилд без разрешения пробирается на фестиваль, где ввязывается в свару с собаками-конкурсантами. В то время, пока они бегут за котом, диджей, чтобы спасти положение, включает музыку «Hey Mama». Оди, пользуясь инстинктами, движется к центру сцены, где начинает танцевать. Его экспромт за мгновение становится хитом, из-за чего главный приз достается ему и Джону. А Хэппи Чемпион предлагает Джону выступить с Оди на телевидении, но тот не соглашается. Позже Гарфилд, спасшись от собак, приезжает домой. Он считает, что из-за победы Оди на шоу Джон станет еще больше любить щенка, и в сердцах, неудачно бросив мяч, случайно громит целую комнату. Джон впервые выгоняет Гарфилда на улицу. Оди приходит к Гарфилду, чтобы утешить его, но Гарфилд пользуется ситуацией и прыгает внутрь, заперев Оди снаружи. И после щенок просто убегает. Поздно ночью его находит пожилая женщина по имени миссис Бейкер. Она разрешает по городу плакаты «Найдена собака». Взволнованный Джон и Лиз начинают поиски Оди, в то время как приятели Гарфилда перестают дружить с ним за то, что он сделал со своим щенком. Между тем, Чемпион и его помощник Вендел видят плакат с мисс Бейкер и решают, что Оди, благодаря умению танцевать, замечательно подойдет для Кибби Дог, после чего выдают себя за его хозяев. Когда Гарфилд видит Оди в новом шоу по телевидению и слышит объявление Чемпиона о том, что через 2 часа тот вместе со щенком отправится в Нью-Йорк, то решает вмешаться в это дело. Он пешком направляется в город, где в одном из переулков встречает несколько сотен голодных крыс. От смерти его спасает его друг-мышь Луис. За 2 ореховых печенья сверху Луис соглашается провести его к телефонной башне, зданию в центре города, откуда ведется все местное теле- и радиовещание. В студии на телеграфной башне Гарфилд находит Оди в клетке, подготовленной уже к отъезду. Спасение неожиданно мешает Чемпион, который решает использовать электрошоковый ошейник, заставляющий щенка выполнять различные трюки. Чепмен и Вендел уезжают на вокзал, а Гарфилд случайно падает с большой высоты в грузовик с лазаньей и продолжает погоню. Но профессиональный ловец животных города принимает Гарфилда за бездомного кота и отвозит его к себе в приют. Там Гарфилд встречает сэра Роланда, которого Чемпмен отдал в этот приют за ненадобностью, когда у него появился Оди. Он рассказывает бывшей звезде телеэкранов свою историю и впервые осознает, что Оди, несмотря ни на что, его друг. Тем временем Джон, заметив плакат, приезжает к мисс Бейкер, но она говорит, что реальным владельцем Оди является Хэппи Чемпион с 37-го канала. После в приют неожиданно приходят покупатели. Охранник предлагает им на выбор 5 кошек, в том числе и Гарфилда с сэром Роландом. Пользуясь минутной свободой, сэр Роланд нажимает красную кнопку на пульте управления, которая открывает двери для всех собак и кошек. Звери начинают разбегаться. Этим же временем Хэппи Чемпион садится на поезд и сдает корзину с Оди в багажный салон. Гарфилд прибывает слишком поздно, он успевает только к отправлению поезда. Заметив ребенка с игрушечным паровозом, Гарфилд понимает, что реальными поездами тоже можно управлять, после чего пробирается в комнату управления поездами и пытается остановить Оди и Хэппи.
Гарфилд меняет направление нескольких поездов, что приводит к угрозе столкновения. Чудом избежав трагедии, Гарфилд находит кнопку управления поездом до Нью-Йорка и возвращает его на вокзал. А тем временем Джон и Лиз, побывав в телеграфной башне, узнают, что Хэппи Чепмен едет в Нью-Йорк и направляются на вокзал, где безуспешно просят остановить поезд. Но вскоре им говорят, что тот уже успешно возвращается. После Гарфилд освобождает Оди и бежит домой. Чепмен видит их победы и выскакивает за животными. Он нагоняет Гарфилда и Оди в багажном отсеке и загораживает им путь. Он пытается надеть ошейник на Оди, но неожиданно натыкается на группу собак, кошек и крыс, возглавляемый сэром Роландом и Луизом. Они нападают на Чепмена, а в этот момент Оди спасается от телеведущего. Чепмен встает, но обнаруживает на своей шее собственный электронный ошейник. Гарфилд заставляет его испытать на себе 2 сильных разряда, и в довершение всего Джон и Лиз находят своих питомцев, и Джон нокаутирует Хэппи Чепмена ударом в лицо кулаком. В финале фильма Чепмена арестовывают за предполагаемую остановку поезда, а также за похищение Оди. Гарфилд восстанавливает доверие и уважение своих друзей-животных, а Лиз говорит Джону, что хочет быть для него кем-то более близким, чем просто друг. И между ними наконец завязываются романтические отношения. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите свои мысли в комментарии. Также посмотрите обязательно эти видео. Я желаю вам хорошего дня.